Всем привет, друзья! Посмотрите, какая сказочная елочка сегодня у нас с вами получится. При помощи вот такого волшебного дырокола и листа фоамирана. Елочка моя разборная, как конструктор. Оставайтесь со мной, и мы с вами сделаем вместе такую красоту. Итак, друзья, что сегодня понадобится нам для изготовления миниатюры елочка? Главный материал, из которого будем делать вот такие замечательные веточки, это глиттерный фоамиран шириной 2 мм. И, конечно, главный участник нашей работы – это вот такой вот замечательный дырокол с изображением веточки. Этих веточек понадобится достаточно большое количество. Кроме фоамирана и дырокола возьмем вот такие вот бусины диаметром 1 сантиметр, проволока флористическая шириной 0,95 миллиметра. Одна проволока нам понадобится для ствола елочки. В нашей работе нам необходимы будут вот такие вот шапочки для бус, тюльпанчики для бус, которые продаются в наборе по несколько штук. Для елочки нам понадобится 6-7 штук, в зависимости от высоты вашей предполагаемой елочки. Веточки еловые мы будем украшать елочными шариками. Роль елочных шариков сыграют для нас вот такие вот бусины на леске, которые также продаются вот в таких наборах. Для основы елки я взяла вот такие полусферы из пенопласта. Нам понадобится одна штучка. Кроме того, линейка, термоклей, кусачки для проволоки, либо ножницы грубые. И вот такая вот синельная проволока блестящая, чтобы подклеивать веточки. Для моей елки, для макушки елки я взяла вот такую вот бусину, но можно придумать что-то другое. Итак, приступим к работе. Первое, что нам нужно сделать, это с запасом, с большим, из фоамирана наштамповать много-много вот таких веточек. Небольшой лайфхак предлагаю. Когда я просто использую один фоамиран в дыроколе, иногда зажевываются мелкие детали. Поэтому я иногда прокладываю, точнее сейчас всегда прокладывать стала тетрадным листом бумаги или обычная для копировальной техники бумага. Нажимаем, получаем веточку. Вот так мне сегодня захотелось, что я взяла розового цвета елочку и буду сочетать ее с игрушками елочными вот такой вот серебристого оттенка. Когда веточки у нас готовы, мы начинаем с вами собирать елочку. Для оси нашей елки нам понадобится проволока, которая хорошо держит форму. Сейчас я уже начала собирать свою елочку. Я вам разберу ее и покажу. Итак, я взяла проволоку длиной 20 сантиметров. Нижнюю часть вставляю в пенопластовую заготовку. Можно укрепить на капельку термоклея, да, чтобы она у нас хорошо была зафиксирована. И дальше буду нанизывать бусины. Около 14 штук бусин вот такого вот диаметра мне понадобилось для того, чтобы заполнить ось нашей елочки. Пластиковые бусины, вот такие тоже продаются в наборе. Цвет вы выбираете сами. Для начала нашей елки нам понадобится 4 бусины, которые будем нанизывать. Далее у нас у елочки будут ярусами располагаться вот такие вот детали. Сейчас покажу, как будем их делать. Подклеивать будем на вот такую вот шапочку для бусин наши веточки, но для нижних двух ярусов я использую склеенные между собой несколько вот таких фоамирановых веточек. Так вот они выглядят в готовом виде.
И для одного яруса мне понадобится 8 штук подготовить вот таких вот веточек. Я уже подклеила на них предполагаемые елочные игрушки. Склеиваю между собой на капельку клея 3 веточки. Ярусов, состоящих из вот таких тройных веточек, у нас будет 2. Это самый низ елки, самая пушистая ее часть. Восемь веточек для первого яруса и 8 веточек вот таких для второго яруса. Итого 16 штук. Значит, недостаточно, да, фоамиран мягкий материал, недостаточно жесткости этой ветки, поэтому изнутри, снизу я ее буду подклеивать как раз-таки вот этой самой блестящей синильной проволокой. Самое основание, чтобы не прогибалась наша лапка еловая. Отрезаю небольшой кусочек и на пару капель прикрепляю. Вот она стала намного жестче. И теперь можно ее украсить елочными игрушками. Бусины на леске очень хорошо для этого подходят, потому что они невесомые абсолютно, очень легко подклеиваются на маленькую капельку термоклея и дают нам вот эффект такой наряженной елки. Лишние хвостики отрезаю, я несколько сделаю таких деталек, которыми обклею нашу веточку. Наношу на вот этот маленький шарик сейчас капельку клея и просто прислоняю сверху к нашей веточке. И 2 маленьких шарика можно разместить поблизости. Вот эту веточку тоже могу украсить. В общем, делаю это хаотично по желанию. Да? Можно побольше делать, можно поменьше. Итак, веточки для 2 нижних ярусов вот такие вот у меня уже готовы. 16 штук, 8 и 8. Теперь самая интересная часть работы — составить, в общем-то, вот такую вот деталь, которая будет потом надеваться, так как здесь дырочка у нас, да, будет надеваться на проволоку. Первый ярус у меня уже готов, и займусь вторым. Конечно, я уже заранее сделала эти веточки, я подготовлю их. Четыре и еще раз 4. Сначала буду на вот эти основные лапки наклеивать, так удобнее мне будет. На капельку клея беру лапку и прислоняю к нашей детали. И между ними буду помещать, подклеивать остальные веточки.
И последнюю 8-ю лапку подклеиваю и жду, когда застынет наш термоклей. Посмотрите, 2 первых нижних яруса, самых пушистых, у нас готовы. И по принципу конструктора сейчас будем надевать на ось, на главную, да, чередуя с бусинами, конечно, будем надевать наши ярусы. 2 первых у нас готовы. Я сейчас небольшую капельку клея все-таки нанесу на основание проволоки. Подожду, пока клей остынет, схватится. И бусину тоже посажу на капельку клея. Первую бусину. Хотя, если вы собираетесь разбирать свою елочку, сделать из нее разборную модель елки, клеем пользоваться не обязательно. В общем-то, оно и так будет держаться. И так будет держаться. Итак, для ствола елочки я буду использовать 4 бусины диаметром 1 сантиметр. Где-то 13 штук бусин у меня ушло на весь ствол елки. Четвертая пошла. Готово. И первый ярус елочки. Так он выглядит снизу. Здесь у нас дырочка, естественно, так как это шапочка для бус. Вот как раз мы на нее надеваем, ее надеваем на наш ствол. Очень удобно получается. Буду закреплять на капельку клея. Первый ярус готов. Теперь у нас идет бусина и еще одна бусина. Между ярусами будет по 2 бусины. Далее второй ярус нашей елочки. Вдели капельку клея, зафиксировали. Дальше опять идут 2 бусины и идет 3-4 ярус из веточек покороче. Елочка у нас будет, конечно, сужаться. Не забываю нанести клей, чтобы закрепить конструкцию. Вторая бусина. Готово. Вот такой вот у нас вид сбоку, сверху. Все очень аккуратно. Займемся дальше. Естественно, веточки я тоже подготовила заранее. Веточки второго ряда выглядят вот таким вот образом. Они короче, состоят из 2 элементов. Тоже на 1 ярус 8 веток, 2 яруса 16 веточек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-ю я сделаю сейчас. Мы берем 2 веточки и где-то вот на уровне вот этого
место мы подклеиваем друг к дружке, друг на дружку подклеиваем, чтобы получить вот такую вот длину. Длина моей веточки третьего яруса 6 сантиметров получается. Накладываем одну на другую и прислоняем друг к дружке. Опять же, снизу я использую кусочек проволоки для жесткости конструкции и украшу нашу елку шариками. Маленькую капельку клея наношу на маленький шарик. Украшаю. И на какую-то из веточек можно еще доработать маленькие шарики. Видите, если нет проволоки, она прогибается. Поэтому мы, конечно, укрепим. Наношу в двух местах 2 капельки и прислоняю. Беру шапочку для бусин. Можно регулировать вот эти вот, отгибать лапки, да, насколько елка будет у нас более пологая или более пушистая. Даже можно будет отрегулировать это уже, когда готова будет эта деталь с наклеенными на нее веточками. Так, ну вот, убираем лишние ниточки клея. В общем, лапка у нас готова. И начинаем оклеивать наш ярус лапками, как я уже показывала. Сначала клею 4 штуки основные, между ними подклеиваю уже оставшиеся. Некоторые бусины я подклеила снизу. Даже не знаю, как лучше. Экспериментирую прямо на ходу. Потому что делаю я эту елочку в единственном экземпляре. Честно вам признаюсь. Потом посчитаю количество вот этих веточек и точно вам скажу. Но у меня ушел большой лист фоамирана. Полностью все, что я купила, большой лист, целиком ушел на эти веточки. То есть нужно будет сесть, потратить время, наштамповать довольно-таки много. И, конечно, время уходит еще на украшение этих веточек, на подклеивание друг к дружке и так далее. Ну, а сборка елки — это самый интересный процесс. Несколько вечеров, конечно, я думаю, придется потратить на создание такой елочки. Первые 4 лапки готовы. Подклеиваю между ними остальные 4. Можно взять зеленый фоамиран, глиттерный, сочетать его с золотистыми шариками, вот на леске, да, вот такие вот. Можно сделать вообще серебристую елку, красавицу. Можно взять белый фоамиран, тоже с бесцветными блесками, очень красиво, и выбрать какие-то украшения, может быть, снежинки, пайетки в виде снежинок оклеить. То есть я даю лишь идею. Конечно, вариантов масса, как сделать такую елку и чем ее украсить. Главное, чтобы это было не громоздко. Третий ярус готов.
вид снизу. Надеваю на проволочку, на наш ствол, капельку клея на бусинку. И елка наша выросла еще на 1 этаж. Вот так, таким образом. Опять 2 бусины идут, закрепленные на термоклей. Вот так вот. Половина елки готова. Берем шапочку для бусин, 4-й ярус, и продолжаю работу. Надеваем и закрепляем на клей. 2 бусины. Еще 2 шапочки для бусин у меня здесь остались. Оставшиеся веточки буду клеить не сдвоенные, да, я оставлю их по одной и уже не буду подклеивать туда какие-то проволочки, да, потому что они, в общем-то, сами по себе легкие, не должны прогнуться под собственным весом. Какие-то я уже сделала, подклеила, украсила шариками, какие-то нет. Сейчас опять же будем мы экспериментировать и смотреть, как лучше. Отгибаю лапки побольше, чтобы попышнее была. Будьте осторожны, чтобы они не отломились. И наношу клей ближе вот к краешку, чтобы веточка была побольше, подлиннее.
Так, это у нас 4-й этаж нашей елки. Вот что у меня получилось. 2 бусины у меня идут сверху, как обычно, и буду уже завершать конструкцию. Вот сейчас раздумываю, здесь, наверное, поменьше сделаю лапки. Буду их клеить поближе к основанию моей чашечки. Отгибаю. Примерю, чтобы посмотреть, как оно будет выглядеть. Даже я не вижу смысла больше 4 сюда цеплять. Просто я украшу их вот этими прекрасными игрушечками. Более обильно, да, так скажем. И я думаю, что мне все-таки понадобится здесь еще одна чашечка для бусин. Вот у меня вот такая мелкая здесь есть. И, возможно, одна бусина еще. Еще какой-то ярус я сделаю. Наверное, сделаем так. Нарежу на сегменты нашу проволоку. По 3 шарика, по 2. И буду наклеивать, украшать. Надеваем 6-й этаж нашей елочки. Закрепим. И, как я уже сказала, я продлю одной бусиной все-таки маленькую, еще маленький сегмент сделаю ярус.
И клеить я буду на вот эту чашечку прямо на елке. Прямо на елке. Единственное, зафиксируем эту деталь на каплю клея. Вот посмотрите. Наношу капельку на лапку и цепляем. Просто смотрим по густоте, как нам нужно. Я пока не знаю, сколько у меня сейчас выйдет здесь, но поворачиваю. Пока я наклеила 4 лапки и 3 лапки, и последнюю вот 4-ю больше здесь и не нужно мне. Больше не буду клеить. Вот что у нас получилось. Такая елочка красавица. И у меня есть вот такие бусины, вот такая вот бабочка и бусина, где она плоская. Дырочка здесь сбоку. Думаю, может быть, я укреплю вот так свою елку. И у нее будет такая макушка красивая. Ну, посмотрите. Как вы считаете? Я думаю, такой законченный вид придает. А может быть, еще вот эту вот прозрачную бабочку сделаем. Посмотрим сейчас. И будет тогда у нас вообще любые бусины можете использовать. Ну, пусть будет так. Как красивая макушка получается. Думаю, что я сделаю так. Если у вас есть какие-то другие бусины, просто красивые, круглые, вы можете сделать по-другому. Очень и очень аккуратно, маленькую капельку наношу на макушку. Вроде бы кажется, что елка наша готова. Несколько крупных шариков я еще все-таки прибавлю, чтобы ощущение таких елочных шаров, шариков было. Тем более они у меня остались.
Я добавляю сейчас пушистости небольшой последнему ярусу елки. Вот так вот мне подсказывает чутье, что все-таки чего-то не хватает. Но с фоамираном очень легко работать. Потому что хочешь, можно и нарастить здесь. Замечательно получается. Я работаю очень довольна. Надеюсь, вы тоже. Очень интересно будет посмотреть другие работы. Может быть, в другом цвете. Как будет получаться у вас. Смотрите, друзья. Ну, просто сказочная елка получилась. Мне очень нравится, работа довольна. Вся она такая серебристо-розовая. Я поставлю ее под колбу, чтобы она не пылилась под стекло. А можно украсить просто такой елочкой новогодний стол. Подсветите ее гирляндой маленькой. Друзья, я всем желаю приятного творчества. Пишите комментарии, показывайте свои работы. Делитесь красотой со своими близкими. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.